Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 7 апреля, воскресенье. Сегодня достаточно такой вот сильный по своей энергетике день. Друзья, сегодня у нас с вами день. Поэтому обязательно в этот день проведите одну простую практику. Откройте окно и бросьте щепоточку соли и скажите определенные слова для того, чтобы строиться с энергией Вселенной и привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие. Проведите обязательно эту практику, и вы увидите изменения в самое ближайшее время. Обращаем ваше внимание, что сегодня великий православный праздник Благовещения, и в этот день Архангел Михаил сообщил Деве Марии о том, что у нее через 9 месяцев появится Сын Божий. И вы знаете, в этот день очень важно, чтобы вы шли в церковь, в храм. Даже если у вас нет времени, возможности, просто дома сядьте в спокойной обстановке и попросите высшие силы Бога о том, что вам нужно. Обращаем ваше внимание, у каждого это будет свое. Кому-то не хватает здоровья, кому-то счастья, кому-то удачи, любви. Поэтому сегодня именно в этот день вы обязательно сонастройтесь с энергией Вселенной. Также сегодня прекрасно и чудесно, если вы будете ходить по улице, смотреть как можно чаще на солнце. И обращаем ваше внимание, что это поможет вам. Поэтому пробуйте, делайте, чувствуйте, что ваше сердце сегодня говорит. Также, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии обязательно пропишите следующую волшебную фразу. Я, ваше полное имя, привлекаю финансовые возможности из всех направлений. Истинно да будет так. Не бойтесь, пожалуйста, прописывать, не бойтесь проговаривать. Это обязательно вам поможет в жизни. Вы сами пишите в комментариях, что я начала проводить такие вот с вами практики, писать слова, и вы знаете, моя жизнь начала меняться. Мне предложили новую работу, мне предложили то, а у меня оказалось это и так далее, и так далее. Поэтому не ленитесь, пожалуйста. Каждый ваш шаг быстрее приближает к тем или иным целям. Помните о том, что многие вещи зависят от ваших мыслей и от тех слов, которые вы произносите. Если у вас даже сегодня что-то не получается, вы должны быть терпеливее, мудрее и стараться видеть знаки и подсказки от Вселенной. И поверьте, они есть для каждого человека. Даже самое простое. Вы смотрите телевизор или вы читаете книгу, и тут ни с того ни с сего на ваш подоконник с внешней стороны садится птичка. Это уже знак. Обратите внимание, что за птичка села, что она вам сообщила на интуитивном уровне, вы даже это можете прочувствовать. Поэтому, пожалуйста, вот сегодня вот такой вот божественный великий день. Обязательно также обращайте внимание на знаки. Знаки в основном будут идти от птиц. Птицы могут быть разные, но ваша задача понять и с какой вестью к вам идут. Даже если вы сидите где-то в парке на скамейке, и в этот момент вы с кем-то разговариваете по телефону, и вы слышите, как птицы, как будто вас стараются перебить, прервите разговор и попытайтесь сонастроиться с энергией вот Вселенной и понять, что же вам пытается сообщить. У каждого это будет своя ситуация, но вот вам даем такие подсказки, поэтому обращайте на это особое внимание. Также, девочки и мальчики, хотим всех поблагодарить за донаты, кто нам отправляет, кто нас поддерживает. Просто, знаете, вот просто по-человечески очень приятно. А мы вам отправляем энергию изобилия, достатка и здоровья. Давайте разбираться, что же сегодня нам лунный календарь в этот день, 7 апреля, обещает. Во-первых, давайте обратим внимание на то, что сегодня последний день перед новолунием, потому что завтра, 8 апреля, у нас очень с вами важный день. Это не только понедельник, первый рабочий день на этой неделе, но и также у нас с вами новолуние, у нас с вами солнечное затмение. И что немаловажно, у нас закрывается коридор затмений. И вот именно сегодня вам нужно прочувствовать те энергии, которые идут из космоса. Кому-то сегодня будет тяжело, у кого-то не будет желания даже встать с постели и максимально что-то сделать важное для себя. Но здесь очень важно, чтобы вы чувствовали свое сердце, чувствовали обязательно себя. Вы знаете, сегодняшний день, 7 апреля, он будет достаточно вот интересным, насыщенным для многих людей, хотя и вот сегодня у нас последний день перед новолунием, энергии очень мало, но знаете, она в достаточно таком уменьшенном виде, но очень важно понимать и осознавать то, что у нас Луна после обеда начинается в знаке зодиака Овен, знаете, а вы знаете, что Овен это все-таки огненный знак зодиака, который придает вот этому дню вот дополнительный
стремительную энергию, решимость. Также обращаем ваше внимание, что сегодня люди могут быть на эмоциях, на вот таких даже, знаете, не просто эмоциях, а на бурных эмоциях. Кто-то, наоборот, в этот день будет, хотя и только завтра новолуние, может себя чувствовать таким вот энергичным, решительным, активным, стремиться к действиям, к самовыражению. Но в то же время некоторые люди, наоборот, будут слишком импульсивными или вспыльчивыми. Это может приводить к конфликтам или к каким-то непредвиденным ситуациям. Поэтому все-таки будьте сегодня немножечко осторожнее. Кроме того, если вы сегодня заберетесь за какие-то проекты, за реализацию чего-то и обращаем ваше внимание, это будет требовать от вас энергичности и решимости. Некоторые люди могут чувствовать себя более уверенными сегодня и готовыми даже бросить вызов тем или иным препятствиям. Но в то же время сегодня необходимо быть осторожным по лунному календарю и избегать безрассудных решений и рискованных действий, потому что вспыльчивость и неосмотрительность могут привести к негативным последствиям. Лучше всего использовать энергию этого дня для продуктивных целей, стараться как можно меньше избегать конфликтов и ссор. Также сегодняшний день, в период убывающей Луны, хоть она сегодня и в знаке зодиака Овен, этот день благоприятен для очищения и избавления от ненужных вещей и негативных привычек. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы сосредоточились на самосовершенствовании и на своем духовном росте. Кроме того, сегодняшний день представляет собой тот день, когда перед некоторыми людьми сегодня открываются какие-то интересные возможности, но в то же время люди будут импульсивными, конфликтными, поэтому старайтесь здесь подходить к этому по-философски и быть осторожным, потому что вы знаете, что когда человек на эмоциях, когда он злится, когда он ругается, он не всегда понимает и осознает, что он творит и что он делает. Поэтому, чтобы вот таких моментов не было, ваша задача, девочки и мальчики, чтобы вы все-таки находились в созидании, в радости, и тогда в вашей жизни действительно будет все прекрасно и чудесно. Помните, пожалуйста, об этих моментах, потому что они именно вам помогут в жизни. Обращайте, пожалуйста, на это особое внимание. Кроме того, сегодня, 7 апреля, этот день будет важный с точки зрения лунного календаря здоровья. Почему? Потому что именно эта комбинация будет оказывать влияние на общее состояние здоровья и на благополучие людей. Поэтому сегодня старайтесь уделять внимание своему физическому здоровью, но это не значит, что сегодня нужно постараться пробить все рекорды и так далее. Нужно быть осторожным, избегать чрезмерных нагрузок, чтобы избежать травм. Поэтому лучше всего, если вы, например, сделаете себе 40 минут будете ходить, например, быстрым шагом, это будет лучше, чем вы решите час-полтора заниматься какими-то интенсивными тренировками. Также сегодня обратите внимание и на свою диету. Убывающая луна будет благоприятствовать очищению организма, поэтому сегодня хороший день для проведения как вариант. Опять же, все как вариант, и для каждого это будет по-своему для проведения дневного голодания или детоксикации. Также сегодня хорошо употреблять легкие, усваиваемые пищевые продукты, в то же время избегайте тяжелых и жирных блюд. Кроме того, влияние Луны в знаке зодиака Овен может привести к повышенной эмоциональной возбудимости и напряженности. Поэтому важно сегодня контролировать свои эмоции и находить способы расслабления и умиротворения. Поэтому, еще раз повторимся, медитация, йога, прогулки на свежем воздухе, все это поможет вам справиться с эмоциональным стрессом. Кроме того, убывающая луна в знаке зодиака Овен способствует лучшему заживлению ран, операций, поэтому сегодняшний день подходящее время для проведения медицинских процедур, особенно те, которые связаны с удалением тканевого материала или очищения организма.
Но в то же время важно помнить, что влияние знака зодиака Овен может сделать людей более склонными к риску и импульсивным действиям. Поэтому важно быть осторожным и избегать опасных ситуаций или каких-то необдуманных решений, особенно в отношении своего здоровья. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что он будет достаточно интересный, но в то же время он может оказать влияние на ваши финансовые аспекты жизни и, возможно, даже вам лучше понять, какие шаги вам следует предпринять для улучшения своего финансового положения. Поэтому подумайте о том, как вы можете сегодня избавиться от лишних расходов, о том, как вам лучше управлять, например, своими же финансами. Также прекрасный сегодня день для анализа своих финансов, и старайтесь выявить те области, где вы можете сэкономить. Подумайте, какие расходы вы можете сохранить, чтобы освободить деньги, например, для того, чтобы инвестировать в свое образование, возможно, в какие-то вещи, которые вам очень важны и нужны. Кроме того, обращаем ваше внимание, что знак зодиака Овен может некоторых людей вдохновить на дерзкие действия. Поэтому будьте сегодня осторожными в финансовых своих решениях. Избегайте рискованных каких-то действий касательно денег, больших трат, потому что это ни к чему не приведет, кроме как к финансовым потерям. Поэтому сосредоточьтесь на стабильных и безопасных способах управления своими финансами. Также сегодняшний день – это день, который благоприятен для размышлений о долгосрочных финансовых целях и стратегиях. Подумайте о том, какие цели вы бы хотели достичь в будущем, и, возможно, сегодня вам стоит разработать план действий для их достижения. Также сегодня прекрасный день для того, чтобы освобождаться от ненужных обязательств и сконцентрироваться на важных приоритетах. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы практиковали благодарность за те финансовые возможности, деньги, благополучие, которые есть в вашей жизни. Даже если вам что-то на данном этапе не так нравится, как бы вы хотели, помните о том, что вы всегда все можете изменить. Было бы желание и понимание того, что вы хотите. Помните об этом. Теперь, друзья, давайте посмотрим на карту Таро на 7 апреля, которая выпала на этот день. И выпала карта, друзья, двойка мечей. Вы знаете, это карта, которая может оказать влияние сегодня на нашу жизнь. Потому что карта двойка мечей, это у нас ассоциируется с выбором, с какой-то дилеммой, которая требует именно от нас принятия решения. Кроме того, в этот день некоторые люди могут столкнуться с ситуацией, когда вам нужно будет выбрать между, например, двумя путями, между двумя идеями, между двумя людьми и так далее, и так далее. Поэтому карта Таро двойка мечей напоминает нам о важности принятия решения в вашей жизни. Поэтому не стоит бояться сегодня делать выбор, даже если он вам кажется на данном этапе непростым. Подумайте внимательно о своих вариантах и выберите тот, который соответствует вашим целям и вашим ценностям. Кроме того, прежде чем принимать сегодня окончательное решение, изучите все возможные аспекты ситуации. Возможно, обе стороны имеют свои плюсы и минусы, и вам нужно обдумать, какой вариант лучше всего будет соответствовать вашим потребностям и вашим желаниям. Также не забывайте обращать внимание и доверять своей интуиции, потому что наше подсознание может нам подсказать нам верный путь, даже если где-то логика кажется неоднозначной. Поэтому чувствуйте себя, свои эмоции, интуиции, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Теперь давайте обратим внимание на совет от Архангела Михаила. Что же сегодня он нам хочет сказать? Итак, друзья, первый совет, который очень важен, это то, что мы должны победить свой страх. Потому что каждый из нас обладает внутренней силой, он обладает мудростью для того, чтобы преодолеть любые испытания, с которыми каждый человек сталкивается. Вне зависимости, каждый день, раз в полгода, в год и так далее.
далее. Очень важно, чтобы вы сегодня освобождались от страхов, от сомнений, чтобы раскрыть свой потенциал, и вы смогли достичь успеха. Кроме того, Архангел Михаил дает нам свою защиту и поддержку. И сегодня вам нужно именно с поддержкой обратиться к высшим силам, и они обязательно вам помогут, подскажут. Кроме того, этот день приносит с собой цвет и надежду. Вы можете чувствовать, что даже в самые темные моменты у нас есть с вами поддержка свыше и возможность преодолеть любые трудности. Важно верить в себя, в свои способности и помнить о том, что на нашей стороне, на светлой стороне всегда есть высшие силы, всегда ангел-хранитель, Архангел Михаил, который обязательно нам всегда поможет. Друзья, сегодня вот такой вот денежный, замечательный, прекрасный день, и мы рекомендуем вам провести простую практику. Эту практику вы сегодня можете сделать в любое время, но есть один нюанс, только с добрыми помыслами, и тогда действительно эта практика действительно сделает вот чудо в вашей жизни в этот день, 7 апреля. Что мы делаем? Нужно взять щепотку соли в правую руку, подойти к окну, открыть окно и сказать следующие слова. «Благой свет возвестил о чуде, благой свет людей в церковь ведет, а мой заговор достаток принесет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». И вот эту щепотку бросайте в окно с такой вот, знаете, с радостью, с благодарностью. И после этого закрывайте окно и старайтесь минут 15-20 в этот момент мечтать, представлять, как вы находитесь вот в изобилии, в достатке, что к вам приходят деньги, что вы приобретаете те вещи, то, что вам важно и нужно для жизни. Вот такой, друзья, у нас с вами прекрасный день. Мы всех поздравляем с великим праздником Благовещения. Желаем всем здоровья, достатка, благополучия, Божьей благодати. Обращайтесь к высшему силу, к Богу, Он не всегда вам помогут. Не забывайте про своего ангела-хранителя, потому что это такие силы, которые очень-очень сильно каждому могут помочь. Друзья, ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях давайте вместе с вами пропишем следующую волшебную фразу. Я, ваше полное имя, привлекаю финансовые возможности из всех направлений истины. Да будет так. Пожалуйста, не ленитесь, прописывайте, это действительно вам поможет в жизни. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.